Девчонки, всем привет! Сегодня будем выполнять вот такие вот дизайны, конечно же, акварельными красками. Как же давно я хотела снять такое видео, потому что акварельные краски буквально завоевали за несколько месяцев все сердца мастеров и, конечно же, их клиентов. Смотрятся такие дизайны необычайно воздушно, легко и красиво, а делаются очень быстро и просто. Покажу свой небольшой заказик. Заказывала я все на сайте ИМ-Косметик. Ссылочки обязательно оставлю, как всегда, в описании. Заказала вот такой набор акварель, который называется. Не стала заморачиваться, выбирать разные кисточки, просто взяла их в наборе. Покажу каждая для чего сделано. И заказала еще вот такие 5 акварельных красочек. Они в кюветах, в индивидуальных упаковках, все запакованные. Кстати, потом дам небольшой советик, что нужно сделать, когда вы заказываете такие краски. Кисточка полторашка, кисточка для прорисовки тонких линий и плоская кисть. И еще заказала вот такую палитру, которая открывается. Там внутри можно смешивать краски и закрыть их, чтобы пыль не попадала на них. Ну и сверху можно даже гель-лаки. Еще хочу показать вам два моих новых фаворита. Это Monami номер 310 и номер 001. Если кто не знает, то это белый и черный лак. Белый гель-лак необычайной консистенции, он плотный, но в то же время не настолько плотный, чтобы выглядел он как замазка. И плюс его в том, что он холодного оттенка. В общем, я уже попробовала порисовать им и френч, и дизайны, и покрыть весь ноготок. Смотрится он просто изумительно. Всем однозначно советую. Черный гель-лак, могу сказать то же самое. Несмотря на то, что он плотный, у него нет такой, знаете, очень-очень густой консистенции. Не буду называть фирму гель-лака, который мне не нравится абсолютно для перекрытия, например, всего ноготочка. Но несмотря на это, плотность у него просто прекрасная. Ну и матовый топ их, все вы уже, наверное, видели, я уже показывала вам его. Мне он очень нравится как для светлых, так и для темных оттенков. Рисовать мы будем сегодня именно по матовому топу. Еще нам понадобится вот такой стаканчик с водой. Я взяла обычный одноразовый стакан и просто обрезала его. На палитру я наношу краску. Никогда мы не рисуем красочки из кювет. Мы просто смешиваем ее с водой, делаем вот такой вот развод. И потом убираем все лишнее. За несколько раз все делается легко, просто и получается очень воздушно. Дожидаемся, пока подсохнет немножко первый лепесток, и сразу же делаем второй. Вот таким вот способом они наслаиваются друг на друга. И поэтому получается у нас такой эффект, как будто мы рисовали много-много лепесточков, но они один из-за другого выглядывают. Посмотрите, как красиво. В то же время это очень воздушно, очень нежно и не требует никаких навыков особых рисования, и занимает это совсем немного времени. Кстати, акварельные краски сохнут на воздухе очень быстро, и носятся они очень хорошо. Единственное, что я бы не рекомендовала, если вы не умеете хорошо их закреплять, эти акварельные краски, я бы не рекомендовала наносить их, например, на торец. Но вообще делается все это очень просто. Вы просто перекрываете готовый дизайн двумя слоями топа. Самое главное — это не добавлять в краску слишком много воды, потому что все-таки мы работаем в гель-лаковой системе. И еще нужно дождаться полного высыхания вашего рисунка. Это приблизительно 3 минуты. Посмотрите, как просто это все делается. Я просто наношу лепесток, дожидаюсь, пока красочка немножко впитается в матовый топ, а потом убираю все лишнее. Каждый раз кисточку я вытираю об обычную салфетку. И еще, девчонки, если вы вдруг решите что-то такое подобное попробовать, то скажу вам сразу, что для акварели вам понадобятся свои кисточки. То есть вы не можете взять те кисточки, которыми вы уже рисовали гель-лаками и которые у вас побывали в гель-лаках, в базе или в топе. Так как акварель, она у нас на водяной основе, и краску она будет принимать у вас неверно, и либо вообще не будет ее принимать.
Этот дизайн я решила добавить вот такими вот кружочками. Мне почему-то напоминают они блики от солнца. Я дожидаюсь, пока высыхает кружок. То есть я ставлю их сразу же несколько, а потом забираю лишнюю водичку. И у меня остается лишь вот такой небольшой развод и более яркая каемочка. Старалась это видео сильно не ускорять. Может быть, кому-то будет немножко скучно, сразу же попрошу за это прощения. Просто хотелось вам показать, что на самом деле дизайн не требует очень много времени, и делается он очень просто и быстро. Еще у меня есть вот такие вот цвета. Для следующего дизайна они нам понадобятся. Смотрите, что я делаю. Я напитываю каждую красочку водичкой. Обязательно вытирайте кисточку, чтобы цвета у вас не смешивались. На палитре у вас должна быть консистенция жиденькой сметанки. Но в то же время вода должна быть на палитре, но ее не должно быть слишком много. В общем, смотрите на консистенцию на видео и примерно представляйте, что должно получиться у вас. Скажу заранее, что медовая акварель не подойдет. И вообще акварельные краски Невской палитры самые лучшие для того, чтобы рисовать на ногтях.